дорогие друзья, с вами вновь я, Софиев Никита, и это второй выпуск видео новостей. Точнее, это не совсем видео новости. Дело в том, что прошлый выпуск был, так сказать, пилотным, и мы просто решили проверить, как люди отреагируют на него. Реакция превзошла все наши ожидания. Был зафиксирован рекорд по посещаемости нашей группы ВКонтакте за все 2 года, как она существует. А это означает, что данный проект вам интересен, и мы решили его продолжить. Немного в другом формате и с другим названием. Теперь данное шоу будет выходить под названием «Вне кайфеба». Если вы не знаете, что такое кайфеб, то просто загуглите. Но не буду вас больше напрягать своей пустой болтовней, а просто скажу спасибо вам за поддержку, и мы начинаем! И сегодня я бы хотел поговорить о рестлинге. Точнее, что такое рестлинг? Это шоу, где 2 потных мужика в каких-то непонятных объятиях мацают друг друга и отлетают от каждого прикосновения, как будто в них ехал КамАЗ. Или же это спорт, где настоящие мужчины выясняют отношения на ринге. 2 потных мужика в каких-то непонятных объятиях мацают друг друга. И ты что делаешь? Да и ты тоже. Многие называют рестлинг фальшивкой, постановкой. И вообще говорят, что это шоу может смотреть только слабоумный. Я не слабоумный. Ну, в принципе, это правильно. То есть рестлинг это инсценировка. В любой уважающей себя федерации есть специальные люди, которые называются букеры. Они-то и прописывают сценарий для всего рестлинг-шоу. Пишут сценарий для отдельно взятого рестлера. Вплоть до того, когда и где он должен сходить в туалет, как это повлияет на сегодняшнее шоу и как это отразится на мире в целом. Эй, что ты делаешь? Что он не был в сценарии? Но если известно, что рестлинг это постановка, то чем же он в принципе может быть интересен? Ну, во-первых, настоящий фанат рестлинга в первую очередь оценивает качество самого матча, профессионализм выполненных приемов и саму сюжетную линию. Воу, а как же сиськи гиф? Не, ну это, конечно, тоже важно. Во-вторых, победитель матча не так важен. Нет, он, конечно, очень важен, но не так, скажем, как в боксе. То есть вы можете проснуться, узнать, что Вася провел красивую двойку русскому Ивану и тем самым победил. Но согласитесь, это не так интересно, не так захватывающе, как, скажем, тот же Вася вместе с русским Иваном спрыгнули с 15-этажного дома на кучу столов и люминесцентных ламп. Если вы адекватный человек, то вы, конечно, выберете второй вариант. Если нет, то зачем вы вообще смотрите этот выпуск? Окей, я пошел. Я рад, что мы наконец-то вернулись. В-третьих, рестлинг это спорт. То есть без специальной подготовки вы не сможете провести ни одного приема, а вероятнее всего даже получите травму. Это видео порвет интернет. Ты что, готов? Да, давай! Моя голова! Моя раскидала! Ну и что хотелось бы сказать в конце? Рестлинг это как и спорт, так и шоу одновременно. То есть это спортивное развлечение, где присутствует как спортивный, так и развлекательный аспект. Ну и на этой ноте мы переходим к нашей следующей рубрике «Видеоинтервью». Ну чё, как? Да, вроде нормально. Тогда вызывай 03. Может быть, лучше девочек? Не, лучше 03. Ну что ж, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Это рубрика «Видеоинтервью». И сегодня у меня в гостях, кто бы вы думали? Да, это Джейк Фьюри. Привет, Джейк. Привет, Ник. Здравствуйте, зрители. Wait a minute, take a step back. You gotta think
занимаешься бэкярдом и с чего, собственно, все это началось? Ну, если говоря вкратце, то все началось с 2007 года, когда у меня появился интернет, купили камеру, ну и появилось само желание заниматься рестлингом. Тогда мы переиграли в кучу рестлинг-игр. Думаю, все знают такую игру, SmackDown 2. А когда я добрался до интернета, то с удивлением обнаружил для себя, что все персонажи из рестлинга абсолютно реальные. Это сейчас вы привыкли, что по телеку можно увидеть абсолютно все, а у нас было только Бушидо. Вот. Ну и с годами все это вылилось в очень такие, довольно-таки серьезное хобби. И бэкярдингу уже 5-й год. Кстати, о хобби. Есть ли у тебя другие увлечения помимо рестлинга? В общем, как ты проводишь свое свободное время? Ну, в колледже я проучился 4 года на режиссера. И за эти 4 года я полюбил сцену. Да и сейчас даже порой бывает скучаю по ней. Там мне помогли раскрыться. Там я учил множество ролей, участвовал в множестве спектаклей, танцевал разные танцы, ну и вел разные праздники. А как твои друзья и близкие отреагировали на то, что ты занимаешься бэкярдом? Самое страшное, как отреагировали мои соседи. А мои близкие и родные, ну они отреагировали нормально. Сказали, главное, что вы не шляетесь по подъездам и не бухаете. Так что все было окей. В общем, понятно. Все, кроме твоих соседей снизу, были довольны. Джейк, если я не ошибаюсь, то ты основал Федерацию Ring of Extreme. Расскажи нам немного о ней. Нет, ты не ошибаешься, Ник. Ну, само название Рое Ring of Extreme существует с 2008 года. А хотя бэкярдинг с 2007 года, то у нас было тогда другое название. Оно звучало так: JMA, что означало первые буквы имен участников этой федерации. Вскоре нас покинул третий участник, и мы поняли, что это бред оставлять федерацию с таким названием. И мы долго думали над названием, и вскоре у меня возникла идея просто спереть, можно сказать, название у Ring of Honor, просто заменить третье слово вместо Honor Extreme. Так и родилась Ring of Extreme. А почему ты выбрал себе прозвище Джейк Фьюри? Я искал для себя более созвучное имя с моим именем. И нашел имя Джейк. Также у меня был один любимый герой в любимой игре Rock'n'Roll Rushing. Там был персонаж по имени Джейк Бэдландс. Он выглядел довольно-таки весело. Ну и мне приглянулось это имя, и мне нравится, как оно звучит. А фамилия Фьюри, ну я думаю, Ник, ты знаешь, как это переводится. И я также сам, можно сказать, позаимствовал эту фамилию с другой игры, Tekken. Там есть такой персонаж Брайан Фьюри. Иногда мне хочется, чтобы мой гиммик соответствовал как можно более по максимуму этому же персонажу из Текена. А как насчет стиля ведения боя? Какой ты более предпочитаешь? Ну, что касается стиля, то я думаю, мой стиль можно отнести к техничному, с шут-рестлингом, а также я люблю немножечко хардкорчика со стульями. Хардкор это, конечно, хорошо, но все равно же есть такой прием, который ты бы побоялся принимать, да? Ну, как сказать, в первую очередь, все зависит от проводящего. Ну, а так, я думаю, можно принять абсолютно любой прием, главное, чтобы он был выполнен профессионально. Ну, а по первой вообще всем сыкотно. Ну, здесь я с тобой соглашусь. Если ты доверяешь своему напарнику и знаешь точно, что он сделает все профессионально и качественно, то принять можно практически все. А был ли в твоей карьере самый запоминающийся матч? Да, я думаю, все матчи можно отнести в эту категорию, так как каждый из них формировал моего персонажа, оттачивал скилл. Ну а если уж выбирать самый-самый, то я думаю, это матч 2009 года, который снимали летом на даче на земле. Во-первых, я долго писал сценарий.
долго редактировал его. Потом мы много репетировали его. И потом я снова его редактировал. И так дошло до целых 17 минут полностью прописанного матча. Это вполне тяжелая работа. У меня бы не хватило столько терпения работать над одним матчем. Ну, зато вы над шоу работаете уже, по-моему, сколько? Более года. Кстати, ты видел наш матч? Как он тебе? Конечно видел. Я вообще думаю, что это лучший матч за всю историю Ring of Extreme. Ладно, мы отошли немного от темы. Ах, да, сценарий матча, 17 минут. Ну, во-вторых, тогда мы добрались до UPW Training DVD. Там мы узнали много нового, а особенно мы научились чейн-рестлингу. Кроме того, в этом матче были задействованы такие приемы, которые мы не использовали ранее. Мы очень плотно готовились к нему, все из-за моей требовательности. В итоге, после 2 месяцев репетиции, написания матчей, все это вылилось в очень такой классный матч, я думаю. Для нас этот матч значит очень много. Кроме того, я еще впервые сделал блейд. А также хотелось бы сказать огромное спасибо нашему другу Сереге, который сначала приютил нас у себя на участке около дома. Там мы репетировали сначала там мы репетировали этот матч, а потом уже на даче. А после Серега стал судьей в нашем матче, за что ему большое вообще спасибо. А с кем из звезд бэкьярда ты бы хотел побороться? Дай-ка подумать. Из бэкьярда, а точнее из СНГ бэкьярда. Ну, мне было бы интересно сделать матч с Яшкой Цыганом из КГБ, с Тимоном, с Индиго из НРО. Ну и, конечно же, с тобой, Ник. Кстати, если будешь в Казахстане, заезжай к нам, сделаем матч года. Обязательно, Джейк, договорились. Ладно, с тобой мы разобрались, а что насчет про-рестлинга? Смотришь ли ты его и кто твои любимые рестлеры? Ну, естественно, смотрю. Куда мне деваться? Хоть бывает и смотрю сквозь пальцы, но все равно смотрю. Любимые рестлеры? Ну, исходя из того, что рестлинг я начал смотреть с 2007-2008 годов, то говорить я буду о современных рестлерах. Хороших современных рестлеров, в принципе, немало. Другое дело, выискивать прям любимых рестлеров и думать над тем, вносить ли их в свой воображаемый список или нет. Знаешь, раньше я имел такой список, сейчас нет. Поэтому могу лишь назвать только тех рестлеров, за которыми мне приятно и интересно наблюдать. Это такие исполнители, как Дэйви Ричардс, братья Бриско, Кента, Мотор Сити Машин Ганс, Джек Иванс, Пак, Самоа Джо, Эйвис, Кристофер Дэниелс, Эйджи Стайлз, Курт Энгл, Эль Дженерико, Кевин Стин. Ну вообще, много хороших исполнителей могу еще назвать, но это основные. А также я не против юмора в самих матчах. Мне нравятся такие исполнители, как Кольт Кабана, Чак Тейлор или резиновая кукла Йоши Шико. А что насчет бэкьярд рестлинга? Ну, я смотрю все СНГ бэкьярд федерации в нашей известной бэкьярд группе ВКонтакте. И по возможности пытаюсь помочь новичкам своими советами. Ну а также я рекомендую всем к просмотру мною любимую зарубежную бэкьярд федерацию AGW, что означает Anything Goes Wrestling. Там довольно-таки качественное исполнение и присутствует entertainment. Если позволишь, Ник, я оставлю ссылку ниже. Конечно можно, Джейк. IWJ очень доставляющая педа. Прям вот такие вот ребята. Кому интересно, ссылка будет в описании. Кстати, Джейк, а если бы тебе предложили контракт NFR, TNA, либо WWE, ты бы согласился? Ну, NFR для начала неплохо. Но TNA, WWE, согласись, Ник, это уже совсем другой уровень. В TNA при желании можно пробиться, а в WWE, я думаю, мне ничего не светит. Потому что я не такой качок, как те рестлеры в WWE. Хотя, наблюдая за Дэниелом Брайаном в нынешнее время, то можно сказать, никогда не говори никогда. Ну а так, конечно бы я подписал контракт, практически не задумываясь.
Вообще я считаю, что сначала надо пройти инди-рестлинг. Так ты получишь массу опыта, разнообразишь карьеру, ну и сделаешь себе имя, как тот же Дэниел Брайан. Ну и завершая наш разговор, пожелай что-нибудь тем, кто нас сейчас смотрит. Что я хотел бы сказать нашим зрителям? Смотрите такой рестлинг, который вам нравится, будь то entertainment или жестокие бои. Да, это развлечение, но его последствия реальны. На кону стоит их жизнь и их карьера. Они много лет провели в упорных тренировках. И они профессионалы. Пожалуйста, не пытайтесь повторить то, что вы видите дома. Лучше приходите к нам в независимый чемпионат по рестлингу. С 2010 года мы действуем на территории Находкинского городского округа. Так что не калечьте себя дома, на улице, а обратитесь к нам. И кто знает, может быть ты следующая звезда НЧР. Надеюсь, вам понравилось это шоу. Если у вас есть какие-то предложения, либо замечания, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Ваше мнение для нас очень важно. Ну а на этом я прощаюсь. С вами был Сапеев Никита. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И не забывайте про интерактив, который, кстати, начинается прямо сейчас. Все, что вам нужно сделать, это состоять в нашей группе ВКонтакте, поставить лайк этому видео и разместить его у себя на странице. И уже через неделю мы подведем итоги и выберем победителя, который получит футболку с логотипом НЧР. Всем желаю удачи, пока! Кстати, а какой у нас логотип? Две голые женщины. Мне это нравится.